Друзья, всем привет! Всем привет! Новогодний выпуск я начал снимать сегодня, 30 декабря, потому что подготовку к завтрашнему дню мы начали сегодня. Катя сейчас сидит, чистит селедку. Из нее мы будем делать салат. Селедка под шубой. Муренка тут сидит, нюхает. Ух, это рыбная душа. Мы уже дали немножко, но он снова прибежал. Разглядывает, смотрит за процессом. Также я поставил вариться в печь мясо. Это у нас будет мясо на салат и просто поесть. Так, что у нас там закипело? Свекла? Ага, я приоткрыл. Тут варятся овощи. Картошка, морковка и свекла. Тоже все на салаты. У нас сегодня на канале еще вышло видео, где мы готовили холодец на Новый год. И было очень много комментариев, что это далеко не холодец. Холодец готовится по-другому. Мы с вами согласны, что рецепт у нас достаточно необычный. И холодец, он готовится, во-первых, в основном мясо режется, либо рубится на сечке. Не как мы пропустили на мясорубке. И бульона добавляется куда больше. То есть там писали, что даже пропорции идут 60 на 40. 60% бульона и 40% это вот там, допустим, мясо. Мы к этому рецепту тоже подходили не сразу же, то есть мы что-то из классического рецепта исключали, что-то переделывали, и вот в итоге у нас получился такой холодец. Его еще можно назвать паштет. Чем-то он похож. Кто-то говорил, что это мясной хлеб. Тоже, в принципе, похоже. Но если вот попробовать его, это действительно очень вкусно. Это прям, такое вот вареное, прессованное мясо получилось. Все равно идет у нас бульоном. Хоть немного, но есть. Но Немножко, я да? Не очень на самом деле люблю, когда много бульона в холодце. Грубо говоря, там получилось, наверное, вот если была миска мяса пропущенного, то пол такой миски бульона. Угу. Че, Муренка? Муренка тут присела ко мне уже, поближе к елке. Елку мы поставили все-таки. Может простоит. Че, Муренка, не будешь больше ронять ее? Подумай, да? Но игрушки мы все-таки не стали весить. Пускай так вот гирлянда тут светится у нас. Этого хватит. Где работала? Ничего. Едут всякие, ни профессии, ни подушек. Одна морока с вами. Ты чего? Раздевайся. А вы люди не жаль. 2 недели повисели, пускай другие повисят. Да точно. Эй, как же так? Выключи. Вася, а ну держи. Так вот, с такими я не танцую. Валим самый большой ствол.
А эти кладем все на него. Собираем это в чокер. И ты сразу все это кладешь. Что? Это? Толково. Молодняк сохраняем. Деньги не мешают. Хорошо работает, молодец. Илюш, отощаем ведь. Пожалуйста, прибавить капусты и так далее. Картофельный оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметана и так далее. Картофельный омлет, запеканка, картофель тушеный щи на сливу, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отборной с укропом. Шаньки. Это что это такое? Ой, мне просто знаю, как бурить такие объедения. Точно. Блюдо только блюдо из картошки. Ну, в общем, мне с вами тут больше некогда. Поедите, посуду аккуратненько соберете и идете на кухню. Потом добавок в термосе, чай и кисель. Ну, то есть, тебе котлеты с картошкой или с вермишелью? Все одно. Я ваш зайчик. Выковырите мне, динозавр. 31 декабря, на кухне предновогодняя суета. Катя сейчас занимается выпечкой. У нас на столе сегодня будет свой домашний хлеб, пирог с картошкой, различные салаты, нарезка. Это все вы увидите чуть позже. Жека идет с прогулки, прогуливается с Василием Гаврилычем. Ну-ка, надо ему. Меня зорька ясная, пожалей меня, солнышко красное. Погода сегодня теплая, всего минус 10 градусов, в отличие от прошлого года. В прошлом году 20 с лишним было. Снега тоже нету, не идет. С утра даже выглядывало солнышко до обеда. Но сейчас небо такое пасмурное, все затянуто. Я пошел на колодец за водой. Правительство Евросоюза, Москва и Киев согласуют зимний пакет поставок газа при условии предоплаты новых. В 2015-м Украина Помогаловка сокращает у меня объем есть какой топлива в современный? России более чем в половину, до 6 миллиардов кубов. А позже и вовсе отказывается от российского топлива. Теперь оно поступает в украинскую трубу по виртуальному рейсу из Европы. С Новым годом всех! Здоровья всем! Всех благ! Побольше счастья и деньжат. А остальное все наживется само. Главное, чтобы здоровье было. Всех с Новым годом!
Сейчас делаю начинку для пирога. Тесто у меня скоро подойдет. Добавляем сюда лук. Солим. Перчим. И добавляем майонез. Майонеза сделала побольше, потому что будем делать салаты с майонезом. Так. Теперь все смешиваем. Чтобы картошечка у нас постояла, пропиталась перчиком, солью. Мы сегодня уже пересмотрели кучу различных фильмов, сериалов, мультфильмов. Сейчас включили «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сегодня мы их еще не смотрели. Катя сейчас занимается тестом на пирог. Начинка у нее уже готова. Ну, делаю крышку нижнего пирога. Сейчас буду выкладывать на противень. У нас за окном уже потихонечку темнеет. Я сейчас планирую идти управиться пораньше, чтобы потом спокойно сесть за стол. У нас у дома вообще красота. Горит иллюминация. Можжевельник мне вообще нравится. Он прямо весь в огнях. Еще так снежком его присыпало. Вообще красота. На рябине лампочек немного. Тут сколько хватило, гирлянду протянули. Но она была очень длинная. Он прям от самых ворот до сюда идет. Вот. Красота. Сейчас иду кормить коз, кур. У меня здесь молотый ячмень. Мы его даем как козам, так и курам. Они его с удовольствием едят. Сейчас в первую очередь убираем куриный помет. Я его убираю как утром, так и вечером. Это вот, кстати, здесь лежит вот это сено. Это остатки от сена, объедь, то, что остается от коз. Я ее выбрасываю, куры ее любят в ней покопаться, а уже на следующий день я ее убираю. Надо еще поменять воду. Тут он вся с сеном.
Маленькая коза придуривается, бегает, играет с курицами. Энергии уже с запасом, они сейчас зимой-то все в конюшне сидят у нас в этой сарайке. Это у нас вообще изолировано от тех остальных коз. Вот она тут и носится с курицами. Ну все, у всех все убрано, все накормлены. Козы вон едят. Курам здесь еще насыпал речника. Ну что, Манька, давай ешь. Убегала, на тазик уже покушалась. Курица там сидит, вон над яйцом колдует. Поросята у меня тоже уже накормлены. Я им сегодня даже не варил. Кормил целый день сухим. У нас их сейчас немного. Осталось 4 штуки всего. Так иногда можно. Сейчас еще хочу выпустить тайгу, чтобы немножко побегала. Растряслась. Эх, носится. Тайгуха. Давай, иди бегай. Сейчас подошел к дому. Стоит аромат хлеба, пирогов. Значит, Катя уже все поставила в русскую печку. Хлеб на закваске готовится очень долго. Она начинала его готовить со вчерашнего вечера. Там еще ставила опару. Потом сколько теста поднималось. И вот только уже к вечеру поставила хлеб печься. Но он у нее хорошо прям поднялся. Че, Тайга? Все, набегалась уже? У меня уже испекся один пирог, одна булка хлеба. За раз у нас в печь все не входит, поэтому приходится печь по очереди. Сейчас у меня там стоит еще одна булка хлеба и еще один пирожок. Кстати, хотела я стряпать только один пирог, но теста завела много и постряпала два. Два с картошкой. Сегодня объемы большие у тебя. Угу. Так, хлеб умажем водой. Я там, кстати, возле дома говорил то, что на улице пахнет стряпнёй. Если кто-то вдруг не понял, то когда вьюшка открыта у печи, то весь аромат из русской печки, когда там стоит, ну, какое-то блюдо, там, например, картошка с мясом жарится, либо хлеб, то это все вытягивает в трубу. И возле дома, здесь на улице, стоит аромат вот этого блюда, например, выпечки. Пирожок. Что там, нормально? Золото не насыпалось? Немножко. Они вот такие противни неудобные для русской печи. У них потому что бортики маленькие. Так, это испеклось. Пар идет. Порочек. Так, посмотрим, что с хлебом. Не, хлеба еще рано. Вставляем его на серединку. Там много жара. Открываем.
Он утонул в море. Я знаю, как то, что ты была сейчас. Ошибкайся. Сравнительно. Ты еще стала по приказу. Молчала негодница. А разве я не знаю, что? Что? Тут медведь ходит каждый вечер. Дьяк. Кому дьяк? Дьяк? Я там затекаю. Пироги у Кати сегодня получились просто объедение. Картошечка такая печеная получилась. Сделала третий салат. Он простенький, в него входит картошка вареная, соленые огурцы, квашеная капуста и зелень. Мы уже начинаем потихоньку садиться за стол. Остались последние приготовления. Катя опять настряпала пирогов, хлеба свежего. О, Хорошо, хлебушек Катя. такой. Сейчас уберу все, пока будем менять скатерть на праздничную. Ой, какая умница, Катя, у тебя с каждым разом все лучше и лучше хлеба получается. Ты, Катя, пока пироги только не уноси. Ты смотри, Ладно. какой хороший. Вот, ребята, готовитесь к встрече Нового года. Это хорошо. Старый год проводим, новый встретим. Ну, немножко посидим. Да. Ты ровненько ее сложить-то надо, чтобы она не это. Вот так. Давай. Красивая скатерть-то, ребята. Специально на праздники брали. Вот с такими Льняная. кружевами. Вот чтобы она хорошо ровненько лежала, не сбивалась, маленько смачивать можно стол тряпочкой смочить, она плотно ложится и распрямляется. Так А мы еще это- вот так вот положим. Ой, какая Полотенечки. красота. Вообще красотища. Новый год. Зима. Как красиво. Вот сюда подвинем. Краешку поставим вот так вот. Мгм. Грядочки. Дедушка с бабушкой, она была городищенская, из городища тут. Они в гости ездили в городище. Она рассказывала нам, Мария Семеновна, на белой лошадь белая у них была. Ну, съездят в городище, обратно нам рюмочку выпьет он и с песнями едут. Они не ехали сразу домой, а они проезжали всю деревню. Вот знаешь, Катя, что интересно, я тебе расскажу. У нас деревня-то была большая. Мы жили, называется, папа мой, его родители жили на низу, в нижнем течении реки Нейвы. А мамины родители жили на Горушке, называлось место, в верхнем течении реки Нейвы. Деревня-то большая была. В 7 году, в 1907 году в ней было 160 дворов и 980 жителей. Понимаешь, это сколько было? Да много. Да что интересно, самое главное, вот прадед мой по линии папы, ну папин дедушка, ну мой прадедушка, они нанимали рабочих на паденную работу, выполняли, ну вот лен они сеяли, хлеб там убирали, они нанимали рабочих.
в то время люди нанимались на паденную работу. День работают, их там это... Так вот, к этим моему прадедушке, вот мой дедушка по линии мамы нанимался на паденную работу. И бабушка-то была из другой деревни, и она тоже. Они были молодые парень с девушкой, приходили к ним, нанимались на паденную работу. И тут и познакомились. А потом они стали в дальнейшем сватами. Дети-то у них, мама моя вышла замуж за папу, и они породнились. Вот что интересно, она была из городища, бабушка по линии мамы, Харитина ее звали. И вот они познакомились с дедушкой, но ее я не помню, а дедушка прожил долгую жизнь. Отмену крепостного права помнил, он потом землей наделили их. А я по папиной линии, его там предков, дошла до 1840 года. Там, Мартынов Василий. Вот это хорошо. Говорят, надо до 7-го колена знать своих предков. Так раньше, Катя, вы вот теперь обращаете на это внимание. Ты же как историк. А раньше-то ведь никто на это не обращал внимания. Вот жили и жили. А теперь интересно узнать, вот это очень, чем занимались. Ну вот маленько, да, я тоже знаю по линии папы. Они и шкуры выделывали, и обувь шили, бахила назывались, обутки. Вот, ну, деревенская обувь была. И полеводство. Дядя Коля рассказывал, что они даже лапти делали еще. Вот. Лапти, а лапти уже в эти годы в советскую власть, при советской власти лапти-то плели. У нас Ну, сосед был, рассказывал. Александр Петрович, так он так плел лапти-то хорошо, так, а Николай Иванович, не одни лапти-то полка пасешь, говорит, коров-то износишь. Ну, вот он про это и рассказывал. Ага. Да. А что, какая обувь-то? Или босиком? Ой, Или лапти одевай. Я, Катя, хочу тебе сказать о предках. То я вот по линии мамы дедушку хорошо знаю, бабушку вообще, без нее родилась. А по линии папы бабушку припоминаю. До 3 лет она меня воспитывала, можно сказать, а дедушку не знаю. Да если б вот не эта бабушка по линии папы, то меня бы здесь не было. Раньше-то ведь освещение-то какое было? Лампы керосиновые. Это с фитильком. А сестра-то у меня как-то учила уроки и на печке сидела. Там тепло ведь на печи-то. Но, а бабушка-то пошла управляться. Мама на ферме работала дояркой. Это было в войну. Я была маленькая, не знаю сколько. Она меня стала подавать сестре то, что она пошла управляться, да пусть с тобой она на печке и побудет. Лампу ту задела, платье-то на мне вспыхнуло, я загорелась на мне. Вот, руки-то старенькие у ней ведь были. Ну, в общем, я загорелась. И что потом Нина-то, сестра моя, рассказывает, затушить-то затушили, а ведь ожоги. Бабушка-то, знаешь, меня чем вылечила? Сходила в конюшню, свежего коровяка принесли, и меня всю им обложили. С головы до ног. Что на мне вспыхнуло, что загорело, вот. И на мне никаких шрамов не осталось. Вот тебе и лекарство. Вот видишь. все натуральное. Все натуральное, Катя-то. Все натуральное. А вот какое лекарство, вот видишь, и вот она меня спасла. Хорошая бабушка была у меня, очень хорошая. Я помню ее. Она как двигалась, как она пила из кружки на крылечке какую-то воду, наверное, скипятит какой-нибудь настой, а такая дощечка была прибита на крылечке к стенке, и в уголочке стояла алюминиевая кружка. И она походит и попьет.
Ну, мне 3 годика было, и она умерла. И вот это запомнила ее. Ее движение, а в лицо я ее не запомнила. Ну что, давайте будем провожать старый год. У нас сегодня на столе столько всякой разной вкуснятины. Сейчас все будем пробовать. Холодец вот тут поближе. Давайте. Салатики. Кушайте. Начнем с салатов. Мгм. С пирогов до салатов. Я деревенский житель, я расскажу вам, как праздновали раньше у нас Новый год. Клуб сельский. К Новому году ставили в клубе елку, обязательно ее украшали. Вывешивали объявление, что 31-го проводится бал-маскарад. Люди готовили костюмы к этому дню. Причем мне, приходило всегда костюмированных очень много. 10-15 человек. От возраста не зависело, могли и ученики прийти, могли и взрослые прийти, могли и пожилые люди прийти в костюмах. А вокруг скамейки, тогда скамейки были в клубе, расставляли по бокам зала. И вокруг елки эти ряженые приходили в 9 часов, обычно начинался бал-маскарад, приходили ряженые в костюмах, у кого какой костюм, причем костюмы были очень хорошие, люди делали. То костюм хозяйка Медной горы, то костюм Снегурочки, то костюм елки, то костюм гусара, в общем, у кого какая была задумка. И Сказок, очень интересно. И некоторых до конца не могли узнать, кто это пришел. Музыка играла, баян или гармошка, что было. Вот не было, что под пластинки танцевали, плясали. И вот они вокруг елки плясали. И из числа присутствующих зрителей комиссию выбирали несколько человек, чтобы определить, какому костюму первое место присудить, какому второе. И вот заранее закупались подарки, выделялись средства сельским советом на проведение новогодней елки. Ну и потом, часа через 2, значит, уже в 11 часов примерно, начинали называть, какой костюм занял первое место, второй. Какие места, да. Но никто, всем даже поощрительные призы. Игры проводили разные, ведущие обязательно проводил. Был Дед Мороз на этой елке. Проводили разные игры, лотерею разыгрывали. Но потом, когда бал заканчивался, демонстрация костюмов, потом могли потанцевать и остальные люди, но до конца народу собиралось очень-очень много. И вот было так весело, и ждали Новый год с нетерпением. Народу в клубе собиралось, ой-ой-ой. Очень весело было, очень хорошо. А там по деревням или как-то с нескольких У деревень? каждой деревни был свой клуб. У каждой. Ну вот у нас в деревне был клуб, но потом случилось несчастье, он сгорел. И больше у нас не отстроили клуб и стали в соседние деревни ходить. Но там уже не каждый пойдет. Люди пожилые тоже далеко ходить в соседнюю деревню. Как-то уже не так стало. А вот когда, например, я была молодая, молодые пары, вот мы приходили в клуб, мы заранее договаривались, у кого мы празднуем Новый год. Нынче мы у того празднуем, на следующий год у другого. Как бы складыня была, вот готовили угощение, поставим на стол, все, идем в клуб. А потом уже минут без 15-12
все из клуба расходились. Каждый в то место, где встречает Новый год. Встретил Новый год. Конечно, очень весело было. Почему-то мне казалось, что в то время, как есть больше веселья было, как-то дружней были люди. Гирлянд таких вот во время моей молодости не было. Но были простые игрушки. Вот здесь по телевизору показывали. Даже в школе делали игрушки, весили их на елку. И эти стеклянные были вот у нас Да. до сих пор. Мы в этом-то году не повесили, потому что у нас кошка. Она у нас уже один раз елку уронила. Так что мы ее вот только вчера поставили. Делали, наверное, сами гирлянды из бумаги. Вот я помню, мы в Делали. школе всегда на елку делали бумажные гирлянды, всякие разные Цепочки шары, такие звезды. вот натягивали там в классных комнатах. Еще Ой. шарики из нитки. Надуешь воздушный шар, нитку в клею обматываешь, и потом она засыхает. Шарик Мы лопаешь, такое тоже делали в школе. вытаскиваешь, и у тебя получается такой вот шар. Хлопушка. Галя, у нас для тебя есть подарок небольшой на Новый год. В общем, это первое. Ой, Я знаю, что вы любите орехи. ой, Мы купили спасибо. вам разных. Целый А это- набор. Для тепла. Ой, золото мое. Спасибо вам большое. Это мини-валенки, баба Галя, чтобы ноги у тебя Ой, не мерзли. большое спасибо. Давайте примеряйте. Ой, какой подарок хороший. Никита, для тебя у меня тоже Ой, есть подарок. какой. Ну вот, по размеру лишь бы подошло. Подойдет. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Их там надо рассоединить еще. Ну. Ой, как хорошо. Только, баба Галя, не упади, они завязаны аккуратно. Да Давай. я сейчас их рассоединю. Давай ножиком, Катя, разрежем. Ножницы есть. Для тебя у меня, Никита, тоже есть подарок. Это летний. Я знаю, что ты очень хотел. Вот. Это с ярмарки, да, то, что мы тогда смотрели? Ой, Катя, ой, Никита. Ой, большущее вам спасибо. Ну вот, баба Галя, теперь Ой, ноги будут какое в тепле. тепло. Ой, ты милые мои. Ой, дорогие, спасибо вам, дай Бог здоровья. Спасибо, Никита. Ой, спасибо, дай Бог здоровья. Вот, носи на Я здоровье, надеюсь, что баба тебе Галя. голубенький Ой. цвет подойдет. Ну вот, это как раз летом. Какая красивая рубашка льняная. Это чистый лен, баба Галя. Да. Мы их тогда на Да. ярмарке смотрели. У меня для Кати тоже есть подарок. Я не знаю, это был сложный выбор очень. Сейчас зима, Ой, какой красивый. и все вокруг серебряное. И я решил подарить немножко серебра. Ой. Ну-ка, что-то, Катя. Серьги. Ой, серьги. А ты носишь серьги-то? Да. Вот такие Какие сережки. красивые. Спасибо. Какие красивые. Ой, спасибо, ребята. Спасибо. Ну, сейчас буду примерять. Это серебряные Так. сережки с фианитами. Ой, ой. Такие матовые. Как это? Так. Примеряем. Смотри, баба Галя, Катя уже почти это одела сережку. Вот одна готова. Красивые, Катя. Все. Ну вот. Катя, а не тяжело? Нет. Они легонькие, баба Они Галя. легкие, да. Никита красоту выбрала. Красиво, Катя. Вот-вот у нас наступит новый 2022 год. Осталось всего каких-то 15 минут. И сейчас мы бы хотели поздравить всех наших зрителей с новым 2022 годом.
пожелать вам в новом году крепкого здоровья, чтобы вы никогда не болели, пребывали всегда в хорошем настроении. И все, чтобы у вас было хорошо. Всем желаю мира, покоя, радости, благополучия и крепкого здоровья. Особенно хочется мне поздравить сегодняшний день с наступающим Новым годом из Ростова-на-Дону Дворецкую Любовь Павловну. Пусть все будет хорошо у вас, пусть будут счастливы ваши дети и внуки. Большое вам спасибо. Я еще хочу от себя добавить, пожелать вам успехов во всех делах, семейного благополучия, больше радоваться и смеяться. Ведь смех — это залог здоровья. Смех продлевает Пусть жизнь. 22 год станет более удачным, чем 21 и принесет нам всем только счастье и удачу. Позитивные моменты. Давайте выпьем.